Привет всем! Вы на канале Реймон. Снова я у землянки. Продолжаю ее строить. Сегодня я приехал с конкретной задачей построить печку. Вчера я уже сюда приходил, принес материалы, из которых буду это делать. С погодой все отлично, у нас потеплело. Теперь температура где-то 22 градуса. Правда, всю неделю шли дожди очень сильные. Комаров развелось просто тьма. Они кусаются, жужжат, тут летают повсюду. Короче, жизни давать мне они, похоже, не будут. Но я остаюсь сегодня здесь с ночевкой. Поэтому сегодня начинаю делать печку. И постараюсь за эти выходные ее закончить. Ну что, поехали? Вперед! Разберу часть вот этой стенки. Я ее в прошлый раз напилил, заготовил, тут подогнал более-менее, ну не фиксировал на гвозди. Специально, чтобы строить печку там хотя бы при каком-то свете. Потому что там сейчас темно, вы видели, я показывал. Ну, а когда разберешь, все-таки будет света побольше, работать будет поприятнее, да и получше, покачественнее, я думаю, получится работа. Ну, поэтому разбираю сейчас ее. Так, цеплял просто, чтобы не падали бревна. Маленьким гвоздиком. Так, что у меня тут появилось? Принес я кусок трубы. Нашел на свалке, кстати. Принес верки, уже подготовил. Плита и колосник. Ну и цемента принес. Это я все вчера принес. И принес старого рубероида, тут у меня был, валялся. Рубероид надо обязательно ложить, это изоляция печки от фундамента, потому что фундамент будет пропитываться влагой от земли и передавать все это в кирпичи. А это не надо, чтобы это было. Это плохо. Да, печка должна быть сухой, она не должна быть влажной, потому что влажный кирпич будет долго нагреваться и дымить будет печка. Так как у меня печка будет совершенно небольшая, хочется, чтобы она работала нормально и быстро давала тепло. Не дымила тут хотя бы.
Вроде фундамент давно залил, но он такой как бы влажный прям. Потому что на улице тепло, а здесь прохладно. Рулевой такой себе непонятный, вообще старый просто. Ну, как-то сейчас залепим тут. Сейчас кирпичами прикину как-то контур моей печки. Посмотрим примерно, что это будет и как это будет. Думаю, что это 3 и 2 кирпича. 3 сюда и 2 так. Комаров просто ужас.
Это уже второй ряд. И непосредственно камера здесь будет сгорание дров. Сейчас немножко схватится. И дальше ложись. Немножко я переделал. Сделал внутри вот такой вот ряд плашмя. Зачем? Затем, что тут дверка будет стоять, а она больше, чем на кирпич. Как раз вот на такое количество. И значит, надо было сделать вот так. А я хотел, чтобы дверка и камера была на одном уровне. Вот так вот. Как-то получается. Может быть, совсем неправильно что-то делаю. Но делаю по интуиции. Вопреки всему. Может быть, даже не по правилам каким-то. Но я думаю, что все равно получится. Так, 3 ряда положил. 3 ряда. Ставлю дверку. Вот так она будет стоять. Сейчас пристреляюсь тут. Привыкать. Где-то что? Угу. Так, как эту дверку подцепить, чтобы она не падала? Стояла. Комары едят просто, гады. Просто гады. Все. Стоит. Так, покажу, что на сегодня у меня получилось. Сложил я вот так из своих кирпичей печку.
Пока еще она не полностью готова. Положил я только 4 ряда. Еще будет сверху один заключительный ряд. Этот ряд будет сейчас делаться, он будет сырой. Кирпичи будут сырые, и я буду вырезать в них вот так вот проемчик для плиты и проемчик для трубы. Поэтому сухие кирпичи я из них сложил в саму печь, а верхние кирпичи будут сырые, из них я сложу заключительный ряд для плиты и для трубы. Вот пока так. Сейчас замою швы. Внутри там площадочку замою. Ну, вполне достаточно. Нижняя дверка у меня большая. На нее можно дрова закладывать. Не было в магазине просто дверки для зольника. Поэтому использую такую большую. Это полудверка. Ну, тоже подойдет для зольника. Зато выгребать будет удобно. Никаких проблем. Регулироваться она регулируется. Закрывается. Все четко. Сейчас швы замою. На сегодня с печкой достаточно. Делаю кирпичи. Готовлю кушать. Ну вот так. Комары просто убивают меня. Вот садюги. С печкой разобрался. Надо мне сделать 9 кирпичин сейчас. Положил пленку, у меня осталось дверки, я заворачивал пленку. Сейчас в эту пленку закидаю глину, чтобы легко вынести кирпичи.
Вот я и сделал 9 кирпичин. Именно 9 штук мне не хватает, чтобы сделать завтра, завершить верхнюю часть. Надеюсь, что за ночь они немножко схватятся, потому что сейчас вот их вообще применить невозможно. Они прямо шевелятся. Ну, завтра посмотрим. Печка подсыхает. Отлично все. Я в раствор добавлял цемент, поэтому глина схватывается очень быстро. Сейчас разожгу костер и приготовлю что-нибудь покушать. Пошел дождик. Сейчас будем костер переносить сюда. Похоже, может линуть.
Как сижу в дыму, вроде бы и комаров нет. Как только выходишь из дыма, сразу нападают. Неплохо. Можно есть. Сегодня я здесь не остаюсь, потому что меня съедят комары. А завтра утром я приду сюда снова. Постараюсь пораньше. Поэтому для вас это будет всего лишь секунда, а для меня это будет утро. Увидимся завтра. Утро. Привет, у меня утро, я на месте. Пришел и сразу же глянул, как у меня кирпичи. Кирпичи у меня не высохли. Конечно же, за ночь как они высохнут, это невозможно. Это глина, пропитанная водой. Поэтому сейчас придумаю, как их немножко подсушить, прежде чем сложить до конца печку. Сырые кирпичи, они просто не держат форму. Если я их начну укладывать, они не лягут, как мне надо. Поэтому сейчас я сделаю опять так, как я обжигал, небольшую якорь типа печь. Разведу там костер, они немножко подсохнут, и я смогу их применить. Ну а сейчас покажу вам. Кстати, я взял с собой уровень и покажу сейчас, как я сложил печь. Покажу вам уровни. За ночь печка подсохла. Вот как-то так она сейчас выглядит. Швы прихватились, потому что я добавлял в них цемент. Дверки. Все там классно. Зольник огромный. Самое интересное это, да, что я заливал фундамент без уровня и ложил печку тоже без уровня. Вот сейчас я принес уровень. Как бы я знал, что я всегда так делаю, как бы и попадаю в уровень. Поэтому сейчас вот принес уровень. Для того, чтобы поставить плиту, она должна быть очень ровной. Чтобы не было, когда жаришь там, и жир стекал на одну сторону. Поэтому мне хотелось сделать очень ровную плиту. Вот вам покажу уровни.
Вот смотрите, одна стенка. Вот эта, которая ближе туда, к выходу. Вот лежит уровень. Немножечко, видите? Это потому, что здесь один кирпич неровный. Вот я немножко поднимаю, и он сразу же становится на место. Теперь ложу на эту стенку. Смотрим уровень. Он просто идеальный. Теперь смотрим диагонали. Уровень просто идеальный. Ну и здесь диагональ. Уровень не идеальный, потому что там, я говорил, кирпич немножечко не такого размера получился. Ну, в принципе, сейчас я выровнять смогу легко верхними кирпичами, сделать так, чтобы плита стояла очень ровно. Это говорит о том, что у меня фундамент залит по уровню. Ну и все выкладывал я, в принципе, по уровню. Вот как-то так вышла печечка. Кстати, название этой печки, интересно, знаете ли вы, как оно называется? Пишите в комментариях, интересно. У нее есть название, у этой печки. Их часто строят для улиц, готовить там, не знаю, возле барбекюшницы или там для животных каких-то еду готовить. Вот я считаю, что мне такой печки здесь на такое помещение будет вполне достаточно. Сразу я хотел сделать больше, поэтому заливал фундамент пошире. Но потом у меня все-таки в голове созрела мысль, что не стоит делать здесь огромные печки. И камин я хотел. Камин вообще нет смысла здесь делать. Это классно, камин, открытый огонь, но от него никакого проку нет. Под открытый огонь я могу развести он на улице. Ну а сейчас беру кирпичи, вылаживаю небольшую печку, распаливаю костер, чтобы они немного прихватились, подсохли. И доделываю печь. Плита у меня есть, трубы кусок есть, для того, чтобы ее как бы встроить уже в печку. Потом останется только принести переходы, удлинение и вывести это все дело на улицу. Мне надо просто немножко подсушить их. Что вот они меняют свою форму, когда их поднимаешь. Мне это совсем не надо. Ну вот немножко подсушил кирпичи. Не сильно, но
слегонца. Они чуть крепче стали. Пар идет. Сейчас влага немного из них выйдет. И можно будет начинать ложить печку. Потихоньку надо продолжать ложить печь. Ну, сейчас аккуратненько подрежем. Это дело.
Так, что у меня тут? С этой стороны я заштукатурил. Почему? Потому что когда будет стенка здесь, уже доступа туда не будет. Я это не сделаю. А все-таки штукатурка, она помогает все щелки какие-то забивает, и, возможно, огонь туда не будет проникать. Плюс заложу потом здесь жесть, и будет вообще нормально. Потом сделал здесь, выровнял все идеально. Чем хороша вот сейчас эта печка? Тем, что пока здесь лето, и я ее не топлю, я могу использовать это как столик. Я ее выровнял практически идеально. Теперь могу здесь расположить какие-то продукты, нарезать, досточку. Вообще отлично. По высоте мне как раз то, что надо. Ну а уже со временем заштукатурю здесь, со всех сторон. Пока это делать не буду, для того, чтобы высохли хорошо кирпичи, потому что кирпичи надо, чтобы просохли. Можно будет затопить немножечко, совсем. Не сильно нагревая, постепенно, постепенно. Каждый раз чуть больше, и она постепенно так высохнет. Нельзя очень резко, потому что кирпич растрескается. Он будет влагу резко отдавать, он весь растрескается. Так нельзя делать. То, что я делал сегодня, на костре грел их, это тоже делать нельзя. Они сразу начинают трескаться. Поэтому лучше, чтобы они высохли сами по себе в темноте. Где-то, чтобы солнце не попадало, постепенно, постепенно, и тогда они будут годны для работы. Ну вот так вот получилось. Мне кажется, вполне себе отлично. Можно будет готовить. Печка маленькая, но довольно функциональная. Я думаю, что она будет прогревать здесь так это помещение, что ого-го. Потому что все-таки здесь совсем мало. 5 квадратных метров, 6. Даже нету 6. И мне кажется, будет вполне достаточно для этого помещения.
Вот и закончился очередной день строительства землянки. Как вы помните, я сюда пришел с конкретной задачей. Думаю, что с задачей я справился. Печку построил классно. В следующий раз ее уже можно будет протопить. Ну а на этом хочу попрощаться с вами. Увидимся в следующем видео. Всем пока!